этом году наша команда в полном составе штурмовала Wacken Open Air. Полный отчет о поездке вы можете посмотреть по ссылке в описании. Конечно же, мы не могли обойти стороной выступления единственной российской группы Аркона и не пообщаться с Сергеем. У всех возникает один и тот же вопрос. Почему именно Аркона стала популярной на Западе группой? Вы сами можете дать ответ на этот вопрос? Ну, когда мы начинали все это действо, конечно же, мы не рассчитывали на то, что Аркона будет когда-либо популярна за рубежом. В первую очередь я связывал это с тем, что лирика группы на русском языке. И многие группы, наши соотечественники, поют, скажем, на международном английском для того, чтобы, скажем так, представить свое творчество для всех людей. Изначально, я не могу сказать, что мы рассчитывали на наш внутренний музыкальный рынок. Мы ни на кого не рассчитывали, это творчество исключительно. И Мария, когда делала свои песни, она в первую очередь писала только для себя. И даже когда мы выпустили, если не ошибаюсь, второй альбом, Мария говорит, мы будем обязательно издаваться в Nuclear Blast. И мы пошутили, даже такую на 1 апреля шуточку сделали, прислали ей предложение, якобы Nuclear Blast. И вот мы вышли из сети, и уже с вечера нас все поздравляли. Ну, потому что, конечно, это было 1 апреля тебя. Но, тем не менее, люди стали слушать. И это связано с тем, что, скажем так, язык может быть международный английский, но язык энергетики и язык музыки, он все-таки более глобален. Я считаю, что она написала такие песни, которые понравились людям. И это позволило нам говорить сейчас здесь, например. Я думаю, да. То есть, никого же не смущает русский язык абсолютно? Как выяснилось, нет. Я думаю, что тот универсальный микс из музыки, скажем, металла, русской фольклорной музыки и, собственно, родного языка, на котором человек может максимально донести свои мысли, пусть не на понятном языке, но на понятном энергетике. И, возможно, это повлияло на то, что мы попали, так скажем, возможно, в струю, я не знаю, как назвать. Люди стали слушать, стали приглашать. Постепенно. Вот Wacken долго держался, все-таки сломался, да, наконец-то. Как вы оцениваете ситуацию с металлом в России? Потому что у нас все люди говорят, что металла в России нет. К сожалению, это не является, скажем, мейнстримом, как в Европе. Крупных фестивалей такого плана нету. Единственное, можно сказать, Folk Summer Fest — это все-таки наш металл, скажем так, национальный, он может быть еще интересен людям. А большинство групп, которые играют, грубо говоря, про западную музыку, к сожалению, наши соотечественники выбирают либо импортных исполнителей, либо популярный у нас русский рок и так далее. А как вы считаете, что нужно сделать, какой должен быть толчок, чтобы металл в России начал развиваться, и возможно ли это вообще? Скорее всего, это связано исторически. Исторически поддержку медиа, скажем так, и многих представителей прессы было для другом стиле музыки. Опять же, крупнейшая медиаструктура, как наше радио и так далее, наш фестиваль «Нашествие». Металл так не поддерживается на таком уровне. И молодые люди, возможно, пропускают для себя этот стиль. Сейчас популярен, мне кажется, рэп у нас, но никак не металл.
Музыке мы уделяем время не так, чтобы много, у каждого свои дела. Мария сейчас занялась сельским хозяйством, разводит кур, например. У нее сейчас такое хобби. Пока ей не захочется что-то делать нового, она это делать не будет. То есть она как сказала, что мне сейчас музыка не интересна, мне нужно какое-то внешнее вдохновение. Я думаю, через год, через полтора к ней оно придет, мы начнем что-то делать. А так мы музыкой занимаемся исключительно на концертах. Мы абсолютно не репетируем и как бы об этом не думаем. Мы делаем это чисто для удовольствия. Пока нам это нравится, мы этим занимаемся. Не будет, мы займемся чем-нибудь другим. Здорово. Ну и пожелания своим российским поклонникам, которые очень рады за вас, за то, что вы выступаете на Вакино. Друзья, во-первых, благодарим вас, что вы наши поклонники. Спасибо вам за поддержку. Ждем на концертах. В конце декабря у нас будет небольшой тур с группой с Фарерских островов под названием «Тюр». Я думаю, вот в декабре с вами увидимся. Пока. Спасибо вам тоже за интервью. Спасибо вам. Снова в снег.